Я такой еще подумал, как уже третий вкус, а потом увидела этот лимон. Кушай. Точнее, не Давай. лимон, а манго. И апельсин. О, новый вкус электрический. Возьмем. Вон они там что-то ходят, начинают открывать. 6 часов. У нас тут рядом с домом, в пешей доступности, есть такое вот местечко со всякими кафешками, где можно посидеть, отдохнуть. И вот мы сейчас сюда зашли, поели мороженое и сейчас пойдем уже домой, потому что время уже 7 час. Скоро пора готовить ужин и укладывать детишек спать. Ты кофе тоже пил? Заказал. Мороженое. Сколько вкусов? 3. 3? Какие тут у тебя? А угадайте. Третий не знаю. Ну, второй точно. Ну-ка. Ну давай аккуратненько в ротик клади. Это ты, конечно же, угадаешь. Понятно, кокос. Да, это кокосовый сырелечек. Вкусно? Легко. Лимон. А ты никогда не угадаешь. А это мы все слышали. Это мы все слышно. Наранха. Наранха и манго. Наранха и манго, да. Угадала. Вкусно, наверное, Да. Пап! Да, нередко удается видеть какую-то строительную технику. Она его очень сильно начала интересовать в последнее время. И вот мы увидели экскаватор. Конечно же, пришли его посмотреть поближе. Ура! Доброе утро, красотки! У нас сегодня утро понедельника. Походу в Аргентине выходной, потому что завтра сочельник, а послезавтра католическое Рождество. Я, честно говоря, не очень хорошо слежу за праздниками аргентинскими, но судя по машинам, которые стоят у нас в нашем поселке, кажется, что сегодня выходной, потому что никто не уехал. Я в этом влоге хотела подвести итоги года, ну, в целом, в общем, сделать такой более полезный влог, не то чтобы я делала их в последнее время, но не знаю, опять же, как получится, потому что все ресурсы распределяются точно не во влог. В первую очередь, я думаю, там, о детях, о бытии, о работе. И иногда я в целом просто забываю что-то снять, что хотела, или доснять, что начала говорить, а по какой-то причине перестала это говорить, потому что, например, там Даниэль устроил истерику и все такое прочее. Вот, поэтому, к сожалению, на влог остается, ну, прям совсем последние какие-то мыслишки, но я постараюсь сегодня, там, завтра рассказать итоги, что это вообще был год для меня, какие планы на будущее, может быть, хотя планов нет. Те, которые я бы хотела озвучивать, естественно, во влоге. Вот. Так что поехали в эту прекрасную неделю. Я уже говорила, что мы гуляем по утрам. Тима сейчас дополнительно занимается математикой. Вот у него перед уроками математики прогулка. И сейчас никого нет. Еще прохладненько достаточно. Сейчас где-то около 9 утра. Потому что в 10 уже, ну прям все, в 10 начнется уже очень жарко. Солнце будет печь. И мы обычно уже уходим. А в 11 так вообще невозможно находиться на улице. У меня абсолютно нет никакого предрождественского или новогоднего настроения. В моей картине мира вообще сейчас примерно июнь. Я до сих пор не могу перестроиться на другой часовой пояс. Ой, часовой пояс. Как временное место. И вот сколько уже мы живем, практически 3 года в Аргентине, и у меня до сих пор какая-то путаница в голове, и настроения или ощущения Нового года у меня нет. Но все вокруг подводят итоги, и мне тоже хочется. Все побежали, и я побежал. А мне тоже хочется подвести итоги. И вот в этом плане я чувствую, что год заканчивается, но во всем остальном, что этот год заканчивается, и это привязано к какому-то празднику, к Новому году, там, к елке, все такое прочее. У меня сейчас стабильное лето и намека на зиму или Новый год, ну, точно нет. Доброе утро. У нас сегодня сочельник. Какой сегодня день недели? Среда.
Что хотела сказать? Опять у меня толчок открыт, как всегда. У нас сегодня целый день лил дождь. Все утро, всю ночь точнее. Сейчас он закончился. Мы погуляли с Шелби. И сейчас пойдем в магазин, потому что у нас закончились памперсы. И нужно купить продукты на те дни, когда магазины будут закрыты. То есть там на сегодняшний вечер и на завтра точно, скорее всего, все будет закрыто. Доброе утро! У нас последние денечки года. Сегодня 29, кажется, воскресенье. Мы сегодня гуляем. Саня с Тимой сегодня поедут кататься на каяках. Обязательно это снимут во влог. А мы с Даней останемся дома. Я думаю, я подведу небольшие итоги в целом, как и хотела. Расскажу, наверное, про систему планирования, которую я сегодня буду внедрять. Вот она должна с завтрашнего дня у меня начать работать. Посмотрим вообще, как оно мне приживется или нет. Но в целом идея мне нравится. Я думаю, что я положу сегодня Даню спать или чуть попозже, когда мальчики уедут на каяках кататься. Я тогда это все запишу. А мы сейчас гулять вышли. У нас тут, в нашем парке. И что? И все, у нас лето в самом разгаре, жара. Конечно, вчера мы купались в бассейне, я вчера ходила в бассейн, потом Тима с Даней ко мне приехали, я думаю, какой кайф, 28 вчера было число, у нас лето, 30 градусов, конец года вообще абсолютно не ощущается, ощущается конец года, потому что все люди вокруг начинают подводить итоги или мечтать о будущем году. Данюш, пойдем, не открывай, пожалуйста, эту штуку. В общем, атмосфера конца года только по людям, которых я смотрю там в социальных сетях, например, и которые активно подводят итоги, или там заходишь в YouTube, а у тебя, значит, куча видео, как там подвести итоги, как сделать следующий год продуктивным. Ну, в общем, все, что происходит... Кто там идет? Все, что происходит всегда у людей в конце года, это вот несбывшиеся надежды прошлого года и какие-то нереальные мечты о следующем году. Все банально, как всегда, ничего в целом не меняется. Клади камушек. Я обожаю у нас здесь гулять. У нас тут вон сосенки. Они, кстати, очень прям пахнут. Хоть их немного совсем, но они очень сильно пахнут, когда жарко. У тебя палочка там осталась. Видишь, палочка? Ты коляску хочешь повезти сам? Да. Пойдем. Посмотри. Ты рыбу ловишь? Чего ты злишься? Бакланы сушат крылья. И лебеди плавают на заднем фоне. Сфоткала. Окей. Так, мы с Даниэлем уже дома. Саша с Тимохой уехали плавать на каяках. Мы сейчас немножко прибрались на балконе, сделали оливье. И сейчас я... Даниэль, не пей из собачьей миски. Даниэль, нельзя пить из собачьей миски. В общем, начну рассказывать про цели, что получилось, а что нет. В общем, в этом году я не ставила себе каких-то там супер целей там на заработок, на количество подписчиков там или что-то такое прочее. Я больше, наверное, в этом году плыла по течению, исследовала той жизни и тем ресурсам, которыми я обладала вот в данную секунду в течение этого года.
Еще получилось так, что мы с Сашей очень много делали различных действий. Разных проектов. Ну, то есть, например, у нас там в этом году было там 3 или 4 достаточно больших проекта, где мы делали очень много различных действий. То есть, опять же, да, мы берем какую-то большую цель, разбиваем ее на миллионы маленьких действий. И, в общем, ни по одному проекту в этом году мы еще не получили результата. Да, то есть, как будто бы мы сажали весь год семена, но увидеть ростков или уж тем более плоды у нас пока вот в данную секунду не получилось. Я не говорю, что меня это каким-то образом расстраивает или что-то подобное, нет. Просто это факт, да, это не значит, что там 1 января у нас, например, не будет какого-то результата. Но я думаю, что по истечению времени я обязательно расскажу об этих проектах и о результатах, когда мы их получим, да. Ну вот, например, что я могу сейчас рассказать, это стартап моего мужа, Фитис. Получается, что вот весь год они писали приложение, открывали компанию, я тоже принимала там непосредственное участие. И вот приложение выпущено, но вот сказать, что прям вот у нас есть какой-то вау-результат или там много заработанных долларов, нет, этого на данный момент, в данную секунду этого нет. Да, это тоже это отдельная работа по маркетингу, по продвижению приложения, да, и по созданию брендинга приложения. То есть это еще все будет идти в будущем году, скорее всего. Этот год у меня был направлен на год моего состояния, то есть большинство моих целей, не выключай, Кнопа, большинство моих целей было связано именно с моим состоянием, с тем, как я отношусь к людям, с тем, как я воспринимаю какие-то ситуации. Не выключай. Не выключай, не. Как я отстаиваю свои личные границы. В общем, такой был больше духовный, наверное, год. Я помогала себе там выйти из апатичного состояния. Я тоже об этом не один раз упоминала в блоге. У меня, кстати, это получилось. Я могу наконец-то сказать, что вроде как все пошло явно вверх, и мое настроение, мое состояние пошло вверх. И это тоже в том числе благодаря тому, что фокус в этом году у меня был именно на мне, только на мне. Что ты одел на себя? Очки для плавания, да? Давай оденем. Посмотри на мир. Вау! Все оранжевое? Давай оденем на глаза. Во. В общем, я надеюсь, что я смогу удержать себя в ресурсном состоянии. Я поняла, как это работает для меня. Опять же, в этот год из-за того, что я очень много изучала себя, я очень много анализировала. Я, кстати, практически перестала общаться со своими подружками. Многие меня просто потеряли, потому что я больше ушла от себя, я больше ушла в семью и не расфокусировалась на других людей. Я, кстати, сейчас практически не смотрю социальные сети, не смотрю влоги, не смотрю даже рилс. Я сейчас тоже этого практически не делаю, очень-очень редко. И благодаря этому я поняла, как мне быть в ресурсном состоянии и что мне это состояние дает. То есть какие действия мне нужно выполнять для того, чтобы чувствовать себя в ресурсе и чувствовать себя максимально мотивированно, чтобы развивать себя и там идти к своим целям. От любви до ненависти один шаг. От смеха до слезок тоже один шаг, да? Ну, видимо, о целях мы поговорим потом. Мы приехали с Тимохой. Куда мы приехали? На каяках кататься. Кататься на каяках. Да, сейчас будем ходить по воде. Вот, в общем. Как те люди. Да, сейчас покажем вам, все снимем. Ага.
получается Ла-Плата. Вот здесь мы будем спускаться на воду. Много лодочек разных. А здесь вот зона отдыха, тоже катерочки моторные. И вот наши каяки здесь стоят. Да, они даже в супер жару не заплывают, потому что им все равно холодно. Ну просто рыба видно круглая, которая когда прыгает, похоже на натуральную. Нет, тут есть рыба. Не ловит, вот с размером с лопатку. Тебе нравится? Очень. Мы переплыли дельту Ла-Платы через фарватер и приплыли вот в эти... Что, Тимофей, мангровые леса, нет? Нет, это ивы. Как? Ивы. Ивы? Да, ива просто. Хорошо, приплыли, смотреть на ивы. Мерки. Я ударил. Мы прошли. Круто. А где вторая утя? Утя. Здесь вот в дельте есть ресторан, можно посидеть, отдохнуть. Тимофей, ты устал? Нет. Нет? Что ты хотел сказать? Это точно там рыбу в ресторане подают. 100%. Потому что сетка на столбе рыбы висит. Ага, идем дальше? Да, идем дальше. Мы немножечко припарковались, отдыхаем в кустах таких. Немножко передыхаем. Здесь вот на реке очень-очень много лодок, яхт и так далее. Это ближайшее от Буэнос-Айреса место, где можно приплыть на лодке или на катере, или на яхте и встать на якорь, чтобы чилить и отдыхать. В Ла-Плате этого делать нельзя, потому что она судоходная, там ходят баржи и корабли, а здесь можно, она не является такой судоходной, поэтому народ приезжает, отдыхает, музыка, вот это вот все, короче. А мы отдыхаем и, видимо, уже пойдем сейчас в сторону нашего причала. Да, Тимош? Да. Ну что? Я гусеница села. У Тимофея села гусеница. Знаешь, как мы ходили? Да? Да. Молодец. Короче, мы добрались до берега. Поднялся очень сильный ветер и были очень сильные волны. Очень сильные волны. Но мы справились. Ага. Тебе понравилось? Очень круто. Круто. Да. Вот видно, что поднялся ветер, поднялись волны, и вот эти чуваки с парашютами. Да, вот их очень много везде. Ого, как близко эти Получается. Какое у нас классное солнышко сейчас. И как раз с этим классным солнышком я бы хотела рассказать вам о своих планах на будущий год. Так, я вижу, что у меня зубная паста на футболке. Ну, ладно, ничего страшного. Буду ходить с зубной пастой на футболке. Куда мы пойдем с тобой гулять? Папа. Папу встречать? Да. Да? Ну, папа скоро приедет. Давай подождем его, да? Походим здесь? Да. Что? Пойдем. Да не. Первое, в своих целях на этот год я не ставлю никаких ограничений или никаких границ или рамок. Я не придумываю себе, что я вот буду жить там, что я вот буду зарабатывать столько, вот я вот буду иметь такое-то количество подписчиков. Хотя, наверное, по правильным системам планирования важно отслеживать, ставить конкретные цели, но я поняла, что очень часто мы ставим конкретные цели, на которые просто никак не реализуемы просто в этот срок.
Да, у каждой цели есть свой срок, и у каждого человека есть тоже свой срок на реализацию этой цели в зависимости от. Кто-то движется быстрее, кто-то движется медленнее. В целом это нормально, и когда мы ставим себе там цель, я хочу 1 000 000 подписчиков в Инстаграм, а у нас в этот момент там 10, да, то, конечно же, эта цель кажется вообще максимально нереализуемой. Поэтому я перестала себе ставить такие цели. Я больше сейчас нахожусь в том моменте, когда я плыву по течению. Да, у меня есть планы, у меня есть цели, у меня есть намерения, которые я хочу создавать в своей жизни. Но я все равно плыву. И вот во время этого полета у меня есть, во время этого плавания у меня есть вот русло всяких рек, куда я могу завернуть. И, скорее всего, этот поворот, он будет правильный, потому что я буду принимать его, находясь в той точке, когда я буду выбирать эти повороты. Понимаете, да? Я сейчас могу находиться здесь, я могу все что угодно себе напридумывать. Такая метафора, да, но перед тем, когда я буду плыть, например, я буду плыть в другом направлении. И как я, если здесь я напланировала себе туда, а на самом деле я уплываю туда. Вот, все это приносит разочарование. Все эти несбывшиеся цели, они все приносят разочарование. Поэтому я решила, что я их не буду больше ставить в свою жизнь. Второе, я бы хотела держать фокус на своем состоянии, которое у меня есть сейчас. И в целом на тех привычках, которые я развиваю там в последнее время. По уходу за собой, по своему ментальному здоровью. И в целом по тому досугу, который мы проводим у нас внутри семьи. И, конечно же, те новые привычки, которые вот я сказала о них в начале видео, когда я сказала, что вот эти действия, они помогают мне быть в ресурсе, они помогают мне чувствовать мотивацию, и они меня поддерживают, даже когда я не чувствую почвы под ногами. Таких ситуаций в этом году было очень много. И в целом для себя я поняла, ощутила, какие у меня есть действия, которые я хочу выполнять, продолжать выполнять на регулярной основе. Сюда также в эти 2 пункта входит моя физическая форма. То есть, опять же, да, ментальное здоровье, физическое здоровье, духовное здоровье. Сюда и также входит и спорт, там йога, медитация, не знаю, расслабление, да, опять же, то, что мне на физическом уровне добавляет уверенности и хорошего настроения, да, когда я позанималась спортом, я вижу себя в зеркале, и мне нравится мое отражение в зеркале, то, естественно, как бы день начинается совсем по-другому, чем ежели когда я просыпаюсь, например, опухшая. И я понимаю, почему я опухшая, по каким причинам там я могу быть опухшая, да, возможно, я выпила слишком много вина, например, или я слишком поздно легла спать. Там, да, конечно, есть у меня люди, от которых не всегда, в общем, не в моей ответственности это, вот, но в целом все это я могу контролировать, и все мои действия приносят какой-то результат, да, все наши действия всегда имеют последствия, всегда имеют результаты. И в целом, там, 3 бокала вина вечером принесут утром какой-то результат, да, 0 бокалов вина вечером принесут другой результат. И последнее, на чем я ставлю фокус в этом году, хочу поставить фокус в этом году, это деньги. Почему я поставила этот пункт последним? Да? Наверное, все сначала думают, надо заработать, а потом уже вот все остальное. Нужно бабла заработать, а потом уже ты подумаешь, как ты себя чувствуешь и все такое прочее. И знаете, я поняла за этот год, что у меня так не работает. Всегда вся моя зарплата зависела от меня. То есть у меня не было работы, когда я приходила в офис, там делала свою работу и получала там какой-то стабильный заработок. У меня не было такого опыта, был такой опыт очень-очень много лет назад, когда я училась на 1-м курсе университета, но это уже настолько было давно, что я тогда, вообще была просто там ребенком, да, и вообще в целом много чего не осознавала и не знала. Сейчас уже последние много лет моя работа зависит от меня, то есть как KPI. И я поняла, что чем в большем я ресурсе, тем больше денег я зарабатываю в моменте. То есть если я прихожу на работу и делаю все из позиции «я не хочу», «мне это не нравится»,
чувствую какое-то отторжение. Ну, то есть, значит, можно закрыть это дело, перестать общаться с этими людьми, потому что ничего хорошего это не принесет. Вот у меня был такой месяц ноябрь, когда я действительно себя чувствовала очень плохо и делала очень много действий, которые мне не были близки на работе. И за ноябрь я практически, в общем, заработала я очень мало, хоть очень много работала, но заработала очень мало в плане денег, но я заработала очень много опыта, поэтому где-то в середине декабря я, наверное, все это изменила. Опять взяла ответственность на себя, все это изменила, и сейчас я себя чувствую действительно хорошо. И таким образом я могу влиять, в общем, на свой доход, я это поняла. И опять же, если я буду делать первый и второй пункт, то эти действия приведут меня к третьему пункту, опять же, к тому заработку, который я хочу. Конкретной цифры я опять же не ставлю, типа, я хочу зарабатывать вот столько-то, мне в год нужно вот столько-то. Нет, я таких цифр не пишу, но я примерно понимаю, сколько денег мне нужно для для комфорта моей семьи. И еще я... Зая, это мусор! Стоп! Это пистолетики от Нерфа, эти пульки. Не надо их кушать в ротик. Не надо их в ротик кушать. Еще я занимаюсь созданием капитала тоже очень активно. В общем, это моя цель, да. Я что-то сбилась со своих философских мыслей. Даниэль, не надо есть мусор, не клади в рот. Не клади в рот, на. Вот, в общем, планы такие, планы без планов, можно сказать. Буду плыть по течению и в моменте выбирать, что подходит мне и моей семье в наибольшей степени. Тут на днях я прочитала офигенную книжку. Не знаю, почему раньше она ко мне не приходила в мою жизнь, хотя я вообще на протяжении, кстати, этого года я практически каждый день читаю книжки. Хотя бы 10 минут. У меня вот есть цель. Да, давай мы не будем приставать к другим автомобилям. У меня есть цель на каждый день. Такое как задание, типа привычка, наверное, даже больше. Это читать минимум 10 минут в день. Иногда я читаю 10 минут вот ровно. Иногда я читаю там час, например. Вот, но стараюсь каждый день действительно посвящать время книжкам. И вот недавно мне попалась книжка, которая называется «12 недель», не помню, как на русском точно, но 12 недель года или 12 недель в году. В общем, смысл ее в том, что ребята, два парня, рассказывают о системе планирования, которая разделена на, в общем, длительностью 12 недель. И якобы каждая неделя это равно месяц, там, в понятии года. Они рассказывают, почему годовое планирование не работает. Это действительно так. Да, мы придумываем там себе какие-то безумные цели, и где-то там в январе, феврале, там в марте, если, дай бог, мы еще там дотянем, да, мы теряем вообще фокус, и эти цели потом подводим итоги в конце года, понимаем, что как бы мы ничего не достигли. Поэтому мне понравилась система 12 недель. Еще, знаете, в этот период, прям вот последних 2 недель, мне прям везде эта книжка, хотя эта книжка уже стара как мир, но мне эта книжка везде показывается. То там видео, там сторис, там рилс, хотя я особо не смотрю я рилсы сейчас и видео тоже, но как только я там заходила в какие-то видео, мне сразу же рекомендовалась там эта книга, поэтому я решила, что да, надо бы ее почитать. Вот, мне очень понравилась эта система, и я решила, что я попробую, не знаю, зайдет у меня это или нет, но я попробую распланировать свою жизнь, свои цели с 12-недельными промежутками. То есть там какой смысл? 12 недель ты упорно работаешь, и 13-ю неделю ты там отдыхаешь, подводишь итоги, либо планируешь там следующий спринт на 12 недель. Сегодня у нас воскресенье. Сегодня я как раз занимаюсь планированием. Это тяжело. То есть ты как бы, получается, в это планирование вводишь только самые важные действия, которые тебе принесут максимальный результат. Да? То есть ты такой сидишь и говоришь, так, я хочу вот добиться вот этого. И ты такой, как мне это добиться? Да, и ты пишешь список
действий, то есть, например, там некоторые действия у меня повторяются каждую неделю, да, некоторые у меня повторяются там раз в 4 недели, например, да, такие какие-то месячные задачи. Вот, в общем, я себе поставила 4 цели на это 12 недель, но в книге говорится, что это очень много, желательно ставить 1 либо 2, но у меня жизнь такая насыщенная, что я не могу выбрать 1 либо 2, вот, плюс некоторые цели у меня такие, в общем, они как бы все равно в мою повседневность входят. Это переезд. У нас, я уже много раз говорила, у нас в конце марта заканчивается контракт на квартиру, и, скорее всего, в этой квартире мы не останемся, потому что нам не очень нравится, и нам нужно будет искать другую квартиру, и, как-никак, переезд, и я бы хотела, наверное, его лучше растянуть там на 2-2,5 месяца, спокойно там разобрать все вещи, убрать ненужные вещи, там что-то продать. В общем, я переезд поставила в цель, потом это мое похудение, которое я все худею, но все никак не могу похудеть, тоже поставила в цель. Ну и 2 там другие цели касаются уже моей личной реализации и моих доходов. Что моя радость? Вот, в общем, планировать на самом деле 4 цели на 12 недель оказалось сложно, и у меня сегодня заняло полдня, но я еще не допланировала, я, по-моему, спланировала только 2 цели, и мне нужно вот эти вот все свои дела, которые я придумала себе на эти 12 недель, раскидать по неделям, и то есть их нужно раскидать таким образом, чтобы там количество дел не было на одной неделе там 20, а на другой 2. Вот, поэтому, когда я уже спланировала 2 недели, я уже начинаю изучать, какие у меня дела забиты на эту неделю, для того, чтобы запланировать другую цель, да, и отвести ей время. Но, когда я сегодня это планировала, я понимала, что у меня просто капец, как, большие эти задачи. Но это действительно прям точечно те задачи, которые меня могут привести к тем результатам, которые я хочу. Зайка, я там снимаю видео, а ты в носу ковыряешься. Да. Ты видел? Да. Зачем ты это делаешь? Подписчики смотрят, как ты в носу ковыряешься. Вава там, да, вон как много собачек гуляет. Вот, в общем, завтра у меня начинается спринт длиной в 12 недель. Завтра понедельник. Я решила его вот эту первую, последнюю неделю года вместе с новогодними праздниками забить. Буду, наверное, по ходу своих блогов рассказывать, как у меня продвигаются дела, как я иду по целям. И в целом я вообще вам рекомендую тоже почитать эту книжку. Возможно, не все там будет работать, и не все можно будет применить так, как там написано в этой книге. Все равно ты под свою жизнь это все подгоняешь. Да, то есть моя жизнь не зависит от меня на 100%. У меня есть вот этот вот, еще один старший. У меня есть Саша, да, с которым мы тоже строим нашу жизнь так, как мы решаем это дело, да. То есть я сама себе в целом на 100% не принадлежу. И мне нужно, в зависимости, опять же, от той точки, в которой я нахожусь, да, я мама 2 детей, у меня нет помощи там в плане бабушек, там, нянь, детского садика и тому подобное. Плюс, плюс не буду говорить. Вот. И, то есть я должна тоже вот это время свое спланировать с тем, опять же, с тем свободным временем или там с тем временем на работу, которым я обладаю, находясь в данной точке сегодня. Это очень важно. И эта точка А на протяжении там следующих 12 недель, то есть точнее точка Б, она не будет сильно отличаться от А. Да? То есть это тоже надо понимать, что там у меня сегодня 10 подписчиков, а через 12 недель у меня не может быть 1 000 000 подписчиков. Это, скорее всего, исключение из правил, которые, скорее всего, ни к чему не приведут. То есть ничем хорошим не закончится. Вот. В общем, вот такие вот у меня мысли. Вот так вот я заканчиваю этот чудесный 2024 с этой козявкой. Да? Чего? Что?
Спасибо, что вы посмотрели этот влог. Спасибо, что вы посмотрели со мной, сколько сегодня, 14-й влог, по-моему, выходит из моей повседневной жизни. Вот, я очень рада, что я вернулась на русские социальные сети и в целом снимаю эти влоги. И это было правильное решение, я буду его продолжать дальше. Может быть, не каждое воскресенье будут выходить видео, но они будут выходить. И спасибо вам, что вы провели это время со мной. Я вас целую и увидимся в следующем году. Как меня зовут? Даня, ты рад? Ты хочешь? Да. Давай будем нам давай. Там такие в одежде очки. Пакет. Да, вот. Нравится? Что ты кушаешь, Даня? Даня, оливье кушает? Да. Вкусно тебе? Ну, кушай. Как тебе оливье? Нравится? Покажи. Как нравится? Вот так? Да. Вот так, Даня, смотри. Вот так нравится? Вот так, ага.